Да не, у нас телек, у нас тут охват, это такой интернет, давайте пока. Кто-то забыл кошелек, кто-то его утопил. И это нормальный процесс. В обществе принято пиратить. Больше тебе никогда в жизни не напишут. Люди, ну как сидят, рвут на голове волосы, блин, ну почему я там биток не купил? Да. Включается калькулятор, и ты такой, блин. Ему говорят, тут сделай, а вот тут ты криво сделал, и он сидит, ну, грустный. Не нужно стесняться своих каких-то позывов. Вы здесь, ну как в интернет-пространстве, а дальше все ограничивается только нашей фантазией и возможностями маркетинга. Одни пытаются там урегулировать, вторые пытаются схватиться за крипту, и я понимаю, что это невозможно. Ну, мы в теме, и у нас дофига бабок. Всем привет! Это диджей Настя. Вы смотрите True Tag, который я для себя назвала True Crypto Tag, потому что я была вынуждена и, конечно же, с удовольствием вынуждена сделать эту серию, небольшую серию о криптовалюте, NFT, токенах, блокчейнах, поскольку это очень тесно сейчас связано с артом, искусством, музыкой, театром, всем чем угодно, все, что охватывает, то есть, в принципе, любую сферу деятельности. Ну, мне в первую очередь интересно именно в плане искусства. Я решила разобраться, как это работает, и в процессе решила поделиться с вами своими знаниями и знаниями тех людей, у которых я беру интервью. И сегодня у нас третий выпуск. Он посвящен и больше, скажем, уклон конкретно на NFT, поскольку NFT — это нечто такое, что я бы хотела ввести и в свою деятельность тоже, деятельность своего бренда и лейбла «Нечто». Мы сейчас готовим кое-что особенное для нашего ивента 2 октября. Вот, и сегодня я беру интервью у Ильи Голицына, основателя агентства, которое мне помогает в реализации моих идей и общей командной работы над нашими NFT-токенами. Илья, привет! Привет, Настя. Забавно, как мы с тобой познакомились, я просто сделала клич на Фейсбуке, типа, чуваки, помогите, я тут потерялась, мне срочно нужно присвоить токен. И на самом деле, когда я решила, много же людей написало, и я почему-то отозвалась именно на вот этот ваш клич, пришла, вы так серьезно, презентация, экран, вот покажем, все расскажем, и это вызывало такое доверие. А знаешь, что мне еще было важно? Забавно то, что когда я к вам пришла, вы говорите: вот мы хотели к тебе вот позвать, да, но мы сами не успели. На самом деле такие происходит. То есть мы изучали тему NFT достаточно долго, прежде чем запустить агентство, и стараемся подходить ко всему с профессионализмом. И мы представляли, с кем бы мы хотели из Украины поработать, из наших там ближайших знакомых, с кем мы можем пообщаться. И вот как раз таки думали о тебе и увидим пост на Фейсбуке. Мы понимаем то, что если мы там еще подготавливались и еще что-то там, я не знаю, тыжились, а тут уже это призыв к действию, то, что все, пора, да. надо действовать. И мы есть контакт. Сошлись, и очень круто то, что все сейчас происходит вокруг крипты, вот общения и сами процессы с NFT-токенами. Мы рады присутствовать, мы рады взаимодействовать. Да, Спасибо. удивительно вообще, как это все сложилось, знаешь, типа вот такая запрос во Вселенную. Я хочу понять, а вы такие: о, мы как раз хотели тебя позвать, так что все сработало. Скажи, пожалуйста, как давно ты в NFT, как ты вообще начал этим заниматься и какой путь ты прошел? Я до этого занимался некоторое время криптостартапами, маркетингом и продвижением, и сейчас я как раз таки был на распутье, думал, чем заняться, и у меня было видение AR, VR и вот все 3D-истории, еще мои партнеры как раз туда склоняли, и в определенный момент мы увидели развитие NFT-пространства, и то, что это как раз-таки пересекается с нашими интересами, и упало внимание туда. И мы вот изучали тему порядка 5 месяцев, начиная вот с хайповых месяцев, те, которые февраль-март, и вот запустили агентство, называется, кстати, Ctrl-RD, и запустили в начале августа. Сложно было его вообще технически и бюрократически оформить само агентство? Просто мы этот путь проходим впервые, в том плане, что создаем агентство. Да, у нас есть партнеры, те, которые опытные в рекламном бизнесе, большие рекламные агентства, но
сам путь, он, ну, как бы есть путь, это ты его проходишь, там какие-то моменты сразу понятно, какие-то нужно изучить. Вот в плане юридических моментов пришлось уделить достаточно много времени исследованиям и регистрациям компаний. Мы зарегистрировались в Эстонии для того, чтобы можно было легализовать все прибыли. Сейчас вот если, допустим, вышел закон в Украине, то мы смотрим там с перспективой и с надеждой, то, что он будет нам подходить, то, что можно будет и в Украине тоже легализироваться, и не обязательно будет в Эстонии там, по их правилам взаимодействовать. А так сейчас уже для наших партнеров, клиентов можно будет крипту легализовать в Эстонии, полностью все официально сделать. Опять же, при желании. Опять же, при желании. Почему именно в Эстонии? Там удобно с точки зрения... Там удобная регуляция, там все как бы такая зона, там, где все в плане крипты есть и легализация для эквайрингов, для платежных систем, то есть там и большинство криптообменников регистрируется. Мы же не занимаемся сами криптообменом, но можем помочь в этом, можем помочь в получении, выводе, в заводе криптовалют. Ну, то есть мы все, что связано с NFT, с токенами, с криптой, мы помогаем артисту все эти заботы, так сказать, берем на себя, и артист как бы только творит. Все. Классно, то, что нужно. Да, да. Так что же такое NFT? NFT, если дословно говорить, я думаю, многие слышали терминологию, это non-fungible токен, то есть это невзаимозаменяемый токен, и принцип его, почему он так, как сейчас проявился. Сама технология, она не новая, она существует с 2017 года. Ранее были подобные истории, это как смарт-контракты на базе эфириума. По сути, это смарт-контракты есть. Смарт-контракт, насколько я знаю, Дима Кришталь говорил немного о смарт-контрактах, и его пример по поводу договоренности между двумя людьми, то, что можно поспорить о погоде или еще чем-либо, да, действительно, оно приблизительно так и есть. То есть можно договориться о чем угодно, сохранить это в блокчейне, и оно будет в блокчейне навсегда, то есть до тех пор, пока сам блокчейн будет существовать, и те сервисы, те, которые его поддерживают. Поэтому это открывает новый мир возможностей и договоренностей между людьми. И те процессы, те, которые сейчас существуют возле крипты, и вокруг, насколько оно быстро развивается и стремительно, насколько быстро, там, допустим, страны, как Сальвадор, к примеру, сейчас они приняли, вот буквально тоже свежие новости недавние, когда в Макдональдсе пришли ребята и в Сальвадоре попытались купить за биток в Макдональдсе еду, рассчитаться, и у них получилось, да у ладно? них реально получилось, то есть оно до абсурда, но тем не менее местами оно уже начинает как бы работать вот в быту, в повседневной жизни. И вот как раз-таки NFT и смарт-контракты — это договоренности в быту, которые, если сейчас это в подавляющем большинстве арт и все вокруг арта, на чем мы как бы и сошлись, и сейчас как раз-таки здесь и действуем, то в дальнейшем мы видим то, что технология сейчас открыта буквально на 5%, может там на 10% в плане понимания людей. Это дает неограниченное количество возможностей договариваться между собой. Это именно идет в плоскости utility, когда на примере билетов их невозможно будет подделать. Когда там любые договоренности, они будут в блокчейне, и это будет единый регулятор блокчейн. Если на примере интеллектуальной собственности, я думаю, ты прекрасно сталкивалась, когда кто-то использует неправомерно там, какой-то видеоряд или еще что-либо. И артисту очень часто нет ни возможности, ни средств, ни понимания, как взаимодействовать, как, куда податься, что делать. Ну, да. И тем более в Украине. На Западе, да, там, возможно, есть какие-то механизмы уже проторенной дорожки, у нас это еще настолько дико, то блокчейн дает возможность это все систематизировать под единым общим правилом, то, которое вот всем интересно, и все его стараются понять сейчас. Ну, мы этому способствуем, пытаемся помочь и объяснить. Я так понимаю, что NFT как раз хайпанул. Мне кажется, что пандемия как-то поспособствовала этому, поскольку все как-то активно перешли в онлайн по многим причинам, по ограничениям, по тому, что уже как бы все естественным путем произошло, и все начали как-то так сосредотачиваться на том, как это работает, как там заработать, как там себя реализовать, как дополнить свою деятельность чем-то более прогрессивным, современным, актуальным. И NFT хайпануло буквально этой весной. Да, все верно. NFT как технология появилась в 2017 году, но вот февраль-март месяц произошел бум. А за счет чего он произошел? За счет того, что у творцов, у художников появилась возможность как новая, ну, можно провести параллель с соцсетями, например, там, с тем же Инстаграмом, то есть появились свои соцсети, там, где есть правило платить за все, то есть за любые
операции, даже если артист хочет выложить что-нибудь, то ему нужно заплатить комиссию для того, чтобы запостить работу. То есть это называется минт, ну, по сути, это создание NFT-токена. И за это человек должен заплатить определенную комиссию в Ethereum. И посредством аукциона там, или посредством там, определенной цены происходит. Опять же, вернусь немного назад, это происходит на маркетплейсах. Маркетплейсы — это как своего рода вот соцсети. Платформы, да. Да, платформы, биржи, можно назвать их по-разному, там кому как комфортнее. То есть это можно сравнить, например, с розеткой, что всем знакомо, или там даже более понятно будет, наверное, OLX, там, где общая доска объявлений, и человек может как бы туда запустить любую информацию, точнее, любой продукт. По сути, NFT к этому и стремится, то, что можно будет токенизировать почти любой продукт, привязать физический объект к токену и физический объект с этим же токеном передавать. Сейчас же самое практичное и очевидное применение, вот это как раз-таки арт, и вот вокруг, благодаря арту произошел весь бум, хайп, благодаря арту мы здесь, благодаря условному Биплу и Кристис, когда они вот эти самые большие знаменитые продажи сделали за $69 миллионов его работу, и там многие другие, например, те же криптопанки. Очень интересный кейс. Слышал о нем? Да. И, так вот, криптопанки Мне появились... кажется, он самый известный. Он считается самым первым NFT-проектом. Это 10 тысяч случайно сгенерированных аватаров. И в чем суть? Они изначально раздавали чуть ли не бесплатно. И из-за того, что в криптосообществе они стали очень популярны, в криптосообществе пользуются Телеграмом, Твиттером и Дискордом в подавляющем большинстве. И там тебя представляет в основном аватар и никнейм. И никнейм, понятное дело, изменить нельзя особо, ну, должны же тебя как-то узнавать. А вот в случае с аватаром это единственное место, где можно хоть как-то выделиться, как-то покичиться, показать свою значимость там, и так далее. И сейчас вот с ростом популярности криптопанков они просто взрывают головы людям, те, которые тем более не знакомы с криптовалютами и не понимают, как процессы устроены. Но по сути это чисто психология. Люди с возможностями и с деньгами показывают как бы себя на свои аватары. Это, типа мы в теме. Ну, мы в теме, и у нас дофига бабок, условно. Мы можем там позволить себе криптопанка за $200 тысяч, там, я не знаю, или там за пару миллионов и поставить его себе на аватар, и ты типа труп, потому что если ты его просто украдешь, да, ты его можешь взять, просто сохранить как, поставить себе на аватар, но в криптосообществе скажут, так это же, а у тебя есть этот криптопанк на самом деле? Ты скажешь, да нет, я же сохранил себе, да, что я не могу поставить? Он скажет, ну да, ты можешь, конечно, ну и просто больше тебе никогда в жизни не напишет, например. Ну, то есть, более человек, у которого нет стремления, и у нас в сообществе принято пиратить. Ну, то есть, я не могу отрицать то, что я там не пирачу. Я так же, как и все, это делаю, и сейчас просто тоже прививаю для себя понимание, то, что в будущем я буду покупать там эти токены, в будущем я буду там инвестировать, например, в них, или сейчас уже начал, к примеру, инвестировать, определенные вещи покупаю. И вот наша задача, как это объяснить, показать, то, что это действительно так работает. Но мне кажется, что в криптосообществе вообще не принято пиратить, и это сразу тебя списывает со счетов. Да, типа. да. Ну, это как будто, ну, как то же самое, как халтура, как, знаешь, такой псевдо с претензией, такой, типа, я свой, но на самом деле сразу очевидно, что ты вообще левый тип. Вот как раз-таки из-за вот всей хайповости NFT вот эта вся халтура очень тонко чувствуется, потому что в криптосообществе вот наши товарищи Дима и Дима объясняли там, допустим, по поводу мошенничества и всех вот этих историй, и это сообщество определенным образом закаляет в том плане, то, что они видят очень быстро, почему становится намного меньше вот этих всех прецедентов, потому что и инструментов намного больше, и сообщество обучается, и, грубо говоря, любой условно такой заядлый криптоанархист, на примере там, Димы, он сразу раскусит какой-то подвох или то, что человек пришел хапануть бабла там быстро и так далее. И поэтому очень часто встречаются работы даже от каких-то именитых звезд, те, которые хотят просто быстро монетизироваться, сделать какую-то дежурную условно халтурку, и оно не срабатывает, и мы там смотрим, допустим, не буду называть конкретику по именам, но там многомиллионные, там от 20 миллионов подписчиков в Инстаграме, и люди продаются, там, например, за $100 тысяч коллекцию NFT. То есть для такой аудитории мы, предположительно, если проводить параллели, рассчитывали бы совсем на другие монетизации, если это проводить грамотную пиар-компанию и так далее, то есть развивать продукт. А там задачи совсем другие, то есть там просто надо быстро хапануть, но так не работает. Мне кажется, что хайп вокруг NFT как раз случился за счет
активное участие деятелей искусства в этом смысле, потому что Да. все стали сразу, вот я слышала очень много NFT, я выпустил свой NFT, эти криптопанки, все почему-то активно это обсуждали. Ну, в первую очередь, я думаю, художники, но потом я так понимаю, что спорт сильно догоняет, да, растет в этом смысле. Ну и музыка, я знаю, там Ричи Хоутин какой-то NFT свой выпустил, там, Да, то да. есть все эти ребята тоже подтягиваются, начинают реагировать, поскольку Ричи понимают, Хоутин, что кстати, был это перспективно, да. одним из первопроходцев в этом плане. Вот он как раз-таки во время вот этой хайп-волны, если там все очнулись, например, к маю, там, к июню, то он как раз-таки был, по-моему, в марте он выпускал. У него работа была посвящена одному из альбомов Plastic Man, то есть Да. это его импринт. В общем, если проводить параллель между артом и спортом, да, то с чего начинали, то есть арт — это такая субъективная и небольшая доля нашего внимания, то спорт нам прививается с детства, и прививается там болеть за свои команды, какой-то патриотизм, вот эта вся история, и он у нас в крови, и поэтому спорт в любом случае вытеснит арт, и дальше это будет как бы во главе угла, и мы туда как бы тоже смотрим, со спорткейсами тоже взаимодействуем. Скажи, пожалуйста, я так поняла из нашего общения и вообще изучения этой темы, что, ну, в принципе, два варианта продавать NFT. Допустим, даже если ты его сделал, там, нашел, как, ну, понял, как ее реализовать, там, продать и так далее. Ты продаешь или одну копию и, типа, ставишь на аукцион, или ты делаешь там тираж, там несколько копий и продаешь их за фиксированную сумму. Какие вообще есть варианты? Вот я правильно это поняла? Или есть еще какие-то... Как бы есть даже ситуации, когда разбивают большие работы на части и покупают долями. То есть, например, Как пазл. Ну, не столько как пазл, а как Диптих, акции. триптих. Как акции, например, вот, например, криптопанка, вот сейчас его делят по частям и покупают как целиком, и потом разбивают на акции. Вот такие сервисы уже сейчас появились, именно с инвестиционным как посылом. В плане продажи как художнику-артисту, для того, чтобы продать свою коллекцию, мы смотрим в зависимости от того, какой посыл, какая работа, и что нужно там сделать больше охват, или там, допустим, показать уникальную значимость работы, это зависит от этого. И рекомендуем профильные там маркетплейсы, те, которые лучшим образом помогут именно осветить саму концепцию. Да, можно выпускать коллекции, там, допустим, 10 копий, например, какой-то работы, или там, к примеру, 10 копий трека, 10 копий альбома и так далее. И можно выпускать единичные копии. Мы рекомендуем работы и арт оборачивать в 3 слоя. То есть это так образно называется. Это visual, sound и physical. Это вот если рассматривать цельный продукт, как, допустим, у нас есть, например, саунд-продюсер. И сейчас звуковые дорожки еще в процессе развития и в плане маркетплейсов для того, чтобы было удобнее ими пользоваться и удобнее продавать такой продукт. И в плане понимания людей, то, что можно все-таки покупать музыку именно в формате NFT. Вот, например, Weeknd, один из первопроходцев, тоже был в этом плане. Он релизил свои unreleased треки, вставляя их в скрытые файлы в NFT токен. То есть сам абстрактный токен, он представляет собой, например, JPEG-файл. То есть картинку, там была картинка с его лицом, с артом, с его изображением. И, по сути, это единственное, то, что видит покупатель. И дальше, но там есть подписано под самим описание, то, что есть скрытый файл. И после того, как покупатель его получает, он видит там содержимое, то есть туда можно шифровать данные, туда можно добавлять вот саунд, туда можно добавлять другие картинки, какие-то записи и так далее. То есть можно оставить или интригу и не сказать, что внутри да, зашито, конечно. или сказать, что внутри скрытый файл, там находится трек, там... Но то, что скрытый файл там находится, будет видно системно, то есть это системное будет оповещение, а что именно внутри, можно не освещать, такой сюрприз, так сказать, сделать. Вокруг этой концепции обыгрывается много интересных решений, те, которые можно вот показать своей аудитории, что уникальным, продать какие-то свои уникальные, там, допустим, я не знаю, первые треки, к примеру, те, которые артист выпускал давным-давно, и это его какое-то сокровенное, то, чем он действительно мог бы поделиться, и поделиться не на широкую аудиторию, а вот посредством NFT-токена такое уникальное. Вот такой, к примеру, можно сделать кейс. Скажи, пожалуйста, а NFT можно купить за любую валюту, там, эфир, биткоин и так далее, или есть какая-то определенная система? Как это работает? Вот
Принцип самого NFT, он работает и вообще куда стремится сейчас, все стремится в Web 3.0. Web 3.0 это вот как раз таки Web 3.0 кошельки, сервисы и так далее. Это когда в браузер, ну это на банальном примере, устанавливается расширение, куда можно, как в кошелек, положить криптовалюту, и туда же будут приходить токены, туда будут приходить другие валюты и так далее. И за эту валюту можно вот как раз таки в несколько кликов рассчитываться. Этот кошелек, так же как и любые другие, создается с сид-фразой, то есть сид-фразу нужно будет сохранить, беречь, бережно следить за ней, чтобы никуда не убежала в таком ключе. И вот с помощью этого кошелька можно проводить операции на NFT-маркетплейсах. То есть, по сути, если грубо говорить, человеку нужно будет еще где-то иметь криптовалюту изначально, как-то ее получить на свои кошельки или на бирже. То есть, если подытожить то о чем, ну или использовать те кошельки, те, которые уже модернизированы до Web 3.0 технологий. Сейчас многие кошельки развиваются и подключают еще возможность приема NFT. Но это еще пока вот процесс. Сейчас это все как раз-таки развивается и стремится к тому, чтобы любой человек мог в несколько кликов купить, например, там, с карты NFT-токен, положить его себе на кошелек. Все к этому идет. Вот, например, с приходом закона мы уже слышали о том, что Монобанк собирается принимать криптовалюту. Я думаю, что они как бы знали, знакомы с Минцифрой, они знали, что вот будет, ну, то есть анонс о том, что будет принимать биток, ну, там, условно, крипту, был еще летом. А вот сейчас, грубо говоря, второе чтение закон принимают, и я думаю, что вот в ближайшее время у Монобанка появится сервис, который позволит людям, это не интеграция, это просто из-за того, чтобы у людей была возможность как более понятным и удобным способом пользоваться криптовалютой, потому что мы туда в любом случае стремимся, мы туда придем, и чем раньше человек поймет, как этим пользоваться, сейчас уже достаточно удобные и надежные сервисы, те, которые наиболее популярны. Там, не буду, грубо говоря, озвучить какие конкретно, но просто доверьтесь популярным сервисам. Можно со мной лично посоветоваться, я могу дать рекомендации, где лучше там, пополнять криптовалюту, где лучше чем пользоваться и так далее. Там, можно довериться, я сторонник KYC, вот если проводить параллель с другими интервью, то приватность в интернете она больше касается вот людей, те, которым действительно есть что скрывать. Если у вас задача стоит просто купить токены и использовать какие-то там небольшие инвест-пакеты, портфели точнее, то как раз-таки этого не нужно бояться, сделать верификацию на абстрактной бирже. Ну вот это закон точнее уже, и там система Монобанка, это же все способствует понятию mass adoption. Да. То есть в любом случае, как бы все, что мы сейчас обсуждаем, вот я уже в третьем интервью пытаюсь сама понять и как-то легче объяснить, что рано или поздно мы все начнем пользоваться криптовалютой, как рано или поздно мы все начали устанавливать себе интернет и дома, Wi-Fi и так далее. Что это неизбежно в любом случае. Да, это вот мы по такой концепции, такую же параллель мои партнеры проводили из рекламного бизнеса. Как раз таки Денис нас познакомил, спасибо ему. В чем суть? Они также ходили с интернетом по условным кабинетам рекламодателей и там компаний и говорили то, что вот интернет, очнитесь, вот интернет это будущее, интернет как бы быстрее, ну, там, придите в себя, давайте заходите. Они говорят, да не, у нас телек, у нас тут охват, это какой интернет, давайте пока. То сейчас такая параллель существует, но NFT из-за арта, вот как раз таки ему большое спасибо, нам не нужно там, грубо говоря, говорить, пожалуйста, там, выслушайте нас. А люди видят вот эти большие сумасшедшие цифры, и они понимают, что да, здесь действительно есть деньги, и нет там никаких возражений, все понимают, что мы туда стремимся, это действительно как интересная живая тема, куда хотелось бы как минимум для галочки, но зайти. А мы можем помочь с этим и можем просторить не для галочки, а именно репутационную историю для того, чтобы это было вот lifetime, для того, чтобы это было последовательно, не в моменте попытаться ворвать какой-то кусок, а более последовательно выстраивать компании. Мне кажется, преимущество NFT и вообще крипты заключается в том, что она абсолютно прозрачна, никаких мутных схем, в принципе. Да. Поэтому, конечно, тут больше, ну, оно сейчас не вызывает сильно доверия, потому что, знаешь, мы все боимся чего-то неизвестного, и для большинства людей
эта индустрия вообще просто, знаешь, как темный лес. А с другой стороны, я думаю, со временем люди начнут понимать, что этому можно довериться и можно вкладывать туда деньги. Но тоже осторожно, да, то есть кто-то будет просто NFT коллекционировать, выпускать, а кто-то будет там в крипту играться серьезно, как в бизнес. В зависимости от того, чего ты хочешь, на самом Здесь деле. я считаю, что по типу как бы темперамента каждого человека, по мере его возможностей, то, как он привык Интересов, действовать по жизни, осторожно или неосторожно, человеку вот даже там рекомендации, те, которые ребята давали, то, что вот, не надо там с плечом играться, не надо там это делать, это я не советую. Да, это все правильно, 100% рекомендации, но если у человека там, ему нравится, например, там казино или рулетка, ему нравится там азарт, его это как захватывает, то тут никакие рекомендации не помогут. Ну, Если да. он видит большие цифры и вот эффект ФОМа, мы его упоминали или нет, то, что эффект утраченной возможности. Это сейчас такой достаточно популярный в криптосообществе термин, аббревиатура, о том, что люди, ну, как сидят и рвут на голове волосы, блин, ну почему я там биток не купил там, по 4000, почему я там продал его. Я тоже, ну, как у меня был момент, я холдил достаточно хорошую сумму в биткоине, вот как раз перед этим бумом, и у меня психологический как порог был 15 тысяч. Я посчитал, что на 15 тысячах я продаю и все. И то, что происходит после, меня как бы не особо беспокоит, но все равно в определенный момент, когда ты видишь 25 тысяч, 30 тысяч, у тебя включается калькулятор, и ты такой, блин. Ментальное такое давление. Ну, оно чуть подавливает, но все равно как бы не так, то, что там рву на себе волосы. Ну, по крайней мере, ты ничего не потерял. Ну, в том-то и дело, я же заработал, я посчитал, то, что 15 тысяч это я фиксирую прибылью. А после этого то, что происходит, это уже в очередной раз доказывает то, что как экспертность в криптовалюте, она достаточно субъективна. И вот не зря говорят, есть такое тоже понятие криптовалютное do your own research, DIOR называется аббревиатура, тоже как нарицательная же. То есть человеку рекомендую всегда самому изучить тему, потому что все советы извне, они вот Субъективны. очень субъективные. Это наш какой-то путь, который мы прожили, выстрадали. Чаще всего он именно прожит, выстрадан, потому что все какие-то переживания, все какие-то потери денег или еще что-то там. Кто-то забыл кошелек, кто-то его утопил. И это нормальный процесс. Ну, то есть, и поэтому рекомендации вот только изучать самой какие-то интересующие тебя моменты, а когда появляются конкретные вопросы, конечно, обращайся, все, так сказать, любой эксперт поможет ответить на конкретные вот узкопрофильные моменты. А так все рекомендации, куда вложиться, в какую крипту, это все, ну так, пальцем в небо. Это перекладывание ответственности, ну, знаешь, по сути, да, за решение. Да. Мне кажется, что как и в любом, в принципе, вопросе в жизни, все склоняется к личному опыту. То есть ты ребенку не объяснишь, что нельзя там условно там трогать огонь, потому что будет больно. Он может понять, а может не послушаться и тронуть, да, знаешь. То есть как бы это все очень индивидуально и так как-то интуитивно. Вот. С чего начать артисту? Что нужно знать, чтобы выпустить свой NFT? Я бы рекомендовал начать с искреннего творчества, с искреннего творческого процесса, потому что вот я провел достаточно большое количество встреч, и ребят, те, у которых действительно горят глаза, их прям хочется обнять и так расцеловать, сказать, да, я в тебя верю, давай мы сделаем что-то крутое, потому что многие видят, по сути, это как новый рынок, новое медиапространство, но сейчас для реалий Украины определенные маркетплейсы достаточно дорогие, то есть за минт, за создание работы нужно платить, и там это риски, там кому-то нравится, кому-то не нравится. И я рекомендую людям рассматривать это в перспективе минимум года, то есть чтобы человек понимал, что ему год нужно регулярно выпускать работы, и в конечном итоге на отрезке года можно будет делать какой-то определенный срез, действительно получилось у него или нет, потому что судить по одной работе вообще как бы не стоит. Поэтому начать с творчества, действительно искренне делать, что тебе по кайфу. И вот если там, допустим, сковывала коммерция какая-то, если сковывала какие-то вот рамки общества, если сковывала что-то, вот какие-то диктатура ситуации, в которой находится сам артист, и он творил или там делал
под нажимом финансовым то, что именно нужно, то он может полностью развязать себе руки и творить именно то, что он хочет, полностью какой-то crazy stuff, еще что-то. Ну, то есть, если там, допустим, кто-то переживает то, что ему нравится там какая-то криповая death-тематика или что-то такое, вообще не стоит о таком переживать. Наоборот, в криптосообществе есть такой артист Xcopy, он достаточно давно публикуется, и сейчас это как раз-таки яркий пример, когда hard work pays off, когда тяжелая работа всегда оплачивается в конечном итоге. Вот он выпускает, один из первых регулярно публикует NFT, и они с 2018 года, если не ошибаюсь, там порядка $50-100 продавались за копию, и сейчас самая дорогая продалась за 1000 эфиров, вот как раз-таки во время бума. Это на тот момент было $1 700 000. То есть у него такая криповая тематика, и не нужно стесняться своих каких-то позывов. Вы здесь, ну как в интернет-пространстве, можете делать все, что угодно. Нет, свободное это самовыражение. Вот свобода выражения, и нет никаких ни рамок и ограничений. В этом тоже и прикол самой технологии. То есть мы сейчас видим арт, мы видим там какие-то базовые utility истории, а дальше все ограничивается только нашей фантазией. То есть и возможностями маркетинга, чтобы объяснить это как покупателю, чтобы он понял сам продукт и почему он нужен, и почему здесь помогает сам блокчейн. Вот именно в таком ключе. Я так поняла, что даже если ты сделал классный NFT, и даже если у тебя есть уже там имя, не факт, что твоя работа зайдет, или там ты на них хайпанешь, или она там, ну знаешь, как попадет в правильный поток и станет популярна, известна. Я так понимаю, что достаточно кейсов в мире, когда известный артист что-то выпускал, и это проходило как-то незаметно, грубо говоря. Когда ты выпускаешь NFT, стоит ли, я так поняла, что нужно уделить отдельное внимание маркетингу этого проекта? Это 100% так и есть, поскольку, по крайней мере, для СНГ, вот, для Украины, очень важно понять то, что основной пул средств и целевая аудитория, те, которые сейчас инвестируют в NFT, не только коллекционируют, но и инвестируют. То есть ребята, те, которые просто видят потенциал художника, понимают, что он сейчас очень дешево выставился, они быстро его покупают и потом перепродают. Вот в таком ключе. Это Запад, то есть Штаты, Япония, Канада, вот в таком ключе Китай. Но у Китая сейчас начались, там, не буду углубляться, проблемы с регуляцией. Ну, да. Поэтому туда нужно целиться, и основная аудитория, с кем, ну, где можно контактировать с коллекционерами, это в Твиттере, в Телеграме, в Дискорде. И у нас подавляющее большинство артистов пользуются в основном Инстаграмом и Фейсбуком, поэтому как бы чуть-чуть нужно вектор изменить. Но в любом случае Инстаграм тоже развивается, там тоже появляются коллекционеры, там тоже появляются крутые креаторы. Они там в принципе и есть, просто туда коллекционер приходит, и это все развивается. И сейчас, если начать там даже в том же Инстаграме публиковать свои работы, публиковать их на маркетплейсах, то со временем как бы популярность придет и так далее. Ну, просто нужно набраться терпения и постепенно... Да, это если человек сам хочет идти таким путем. Мы же можем помочь интегрироваться в криптосообщество, показать коллекционерам работы, можем предварительно задать вопрос коллекционерам, ну, те, которые в нашем кругу общения, действительно ли им интересна такого рода работа и так далее, поинтересоваться. Потому что я пришел, ну, как с точки зрения музыки, я там интересуюсь музыкой, там, допустим, коллекционирую винил, то в плане изобразительного искусства я не считаю себя большим экспертом. Я обращаюсь, так сказать, к другим, поэтому вот я обращаюсь к другим экспертам для того, чтобы понять, действительно ли они считают это произведение искусства каким-то крутым, и тогда ценным, да. Поэтому вот как-то так. А как выбрать платформу, собственно, где выпустить свой NFT? Мы помогаем выбирать платформу. Платформ достаточно много, постоянно появляются. Есть, там, допустим, я слышал то, что Потап даже, вот, если не ошибаюсь, какую-то платформу вот выпустит или уже выпустил. Они, вот, например, там Jay-Z с Horowitz выпустили платформу Beatsky называется. Но вот платформы, как, допустим, если вот рассматривать в временном отрезке, хайп произошел вот в марте-феврале, то на создание любого продукта, большого проекта минимум полгода нужно для того, чтобы он какой-то сыроватый вышел. А там, считай, год, и мы увидим действительно результат вот этого хайпа. По сути, в следующем году, вот февраль,
в начале следующего года поймем, Или весной где-то. поймем, что же происходит на самом деле, насколько масштабный охват вот этого хайпа. Поверьте, там все мировые бренды там уже делают какие-то проекты, 100%. какие-то площадки. Сейчас нужно посмотреть. Я рекомендую для начинающих артистов Foundation, Rarible, OpenSea. Вот сейчас, кстати, есть кейс с фотографией. На OpenSea фотография активно идет тоже. Ну, то есть OpenSea сейчас сделал за август месяц чуть ли не полугодовой оборот всей индустрии. То есть если за первые 2 квартала в индустрии был оборот 2,5 миллиарда, то за август месяц индустрия сделала 3 миллиарда. То есть вот кажется то, что вроде бы оно все стихло, но оно, как хайповость и какие-то супер большие громкие продажи, они немного как уменьшились, стали реже происходить, но систематически объем рынка он разрастается и просто средний чек чуть ниже. Поэтому вот так и происходит. Foundation, я думаю, туда стоит идти. Как ты думаешь, как дальше будет развиваться NFT-индустрия? Если ты сказал, что только где-то 5%, вот мы только-только в том-то и дело, в начале. мы в джунглях. Это вот это настолько и NFT настолько всем интересно открывать такие двери. Каждый день что-то новое, и настолько стремительно все развивается в плане, вот даже мы с точки зрения там, вселенной условной, как вселенная, можно так сказать, повлияла, там притянула, к примеру, мы там сидим, обсуждаем какие-то концепции, что-то крутим, мы такие, давай там, я не знаю, Гагарина выпустим, и такие, давай, выходим там со встречи, такой что-то пьем чай, смотрю ленту, и у меня в одном из пабликов там НАСА выпустила свою там какую-то space историю, типа как NFT, но оно все вот настолько быстро, информационное поле, пространство, оно раскручивается, поэтому те, кто думает и сомневается, стоит ли или не стоит, и у вас есть действительно как желание, делайте прямо сейчас. Ну, если хотите сами делать, если нужна помощь, мы можем помочь, ну, то есть можем обучить, показать, что сделать. Если нужен маркетинг, можем там и маркетинг завернуть. А нет такого ощущения, что предложение превышает спрос? Это, естественно, как не потеряться вообще? Это естественно в 21 веке. Очень много всего публикуют, и очень многие ребята хотят здесь проявиться, хотят монетизироваться, и это нормальный процесс. Ну, то есть люди хотят зарабатывать, тем более, когда не было раньше такого. Ну, то есть у креатора не было возможности монетизироваться, кроме как, я не знаю, ну, это абстрактное сравнение, кроме как, я не знаю, пойти рисовать кому-то там 3D-модели, например, если он там рисует 3D-графику, 3D-арт какой-то, и он пошел там работать на условного дядю, и сидит, ему говорят, тут сделай, а вот тут ты криво сделал, и он сидит, грустный, ему там его это обременяет. Нет творчества. Нет творчества, нет полета, а здесь он может оторваться от земли и просто летать. Главное в это поверить, главное в себя поверить, и вот от этого все будет, от искренности. Чем искреннее, чем естественнее все процессы, мы вот во все процессы стараемся минимально вмешиваться для того, чтобы искренность и естественность артиста сохранялась, и она была вот на пике, на пределе, потому что это заметят. Аутентичная. Да. Почему все аукционы длятся сутки? Нет, это не так. Не все? Ну не вот так, больше всего я везде видела, у меня попадается только сутки. Я даже подписана там на какие-то каналы в Телеграме. И там сегодня продали такой-то там слот, там NFT на такой-то там платформе. И вот почему-то именно суточные. Почему это самое популярное? Просто на примере Foundation там выставляется на маркетплейс как в галерею, и работа висит там до тех пор, пока появится первый спрос. И после первой ставки начинается 24-часовой аукцион. И поэтому может быть сутки. Просто еще вот в последние сутки начинается наиболее активная работа вот в комьюнити, начинают все там, вот у меня там остались сутки там, и так далее. Вот на примере Алены, она выставляла, по-моему, 2-недельный у нее аукцион был. То есть 2 недели, на наш взгляд, это достаточно продолжительный срок для аукциона, и желательно его сокращать, потому что рекламная кампания сильно растягивается, размыливается. Я думаю, что не более 2 суток для единичных дропов и не более недели для коллекций, там, где вот коллекционные всевозможные, например, там карточки, серия карточек, вот такое можно там на неделю выпускать. Ну или такие вот коллекционные моменты могут лайфтайм висеть, ну, то есть без ограничения по времени. Что тебе нравится в криптоиндустрии, что тебя вдохновляет? Что тебя мотивирует? Мотивирует, в принципе,
как тот же условный как game change, тот, который сейчас происходит, когда правила меняются, и ну, так сказать, тщетные попытки регуляции крипты, я к этому отношусь нейтрально, ну, то есть я там условно не за правительство, там, не за анархию, не за там, революцию, а вот я просто смотрю на происходящее, и там, допустим, одни пытаются там урегулировать, вторые пытаются схватиться за крипту, и я понимаю, что это невозможно, то есть обычные механизмы государств, как они существуют и что они делают, они неприменимы к блокчейну. То есть единственное, то, что можно сделать, это ввести жесткие финмониторинги, когда будут отслеживать полностью все движения криптовалют, цифровых активов и так далее. И тогда можно будет уже как-то это все отследить. А на примере Европы сейчас там регуляция на таком уровне стоит, то, что криптовалюта является asset, и она не облагается налогом. И сейчас определенные механизмы тех же NFT начинают простраивать мостики там, где можно купить недвижимость за токены. Ну, то есть токенизировать недвижимость и купить за криптовалюту. И вот вы просто не платите налоги, вы переставили как бы недвижимость, она перешла как юрлицо, и после этого правительство такое: ого, постойте, а я, как же я тоже хочу. Ну, поэтому тут интересно. появляются вопросы у правительства, и они пытаются вот схватиться за это, потому что крипта, как ребята говорили, она очень стремительно развивается. И сейчас из-за того, как вообще пространство развивается, скорость настолько увеличилась. Сейчас 10-годовой отрезок проходит, там, не знаю, за 1,5-3 года. И все стремится к тому, что в определенный момент не станет физических денег, то есть купюр не будет, они будут как вне закона, ну, то есть нелегальные. Если у тебя кэш, то, соответственно, ты его получил нечестным путем, тебе его нужно или обелить, или какую-то историю. Сейчас, в принципе, с историями тоже вот банки достаточно жестко это все проверяют, и все идет к тому, что будут только цифровые деньги. Сначала цифровые деньги, а потом это все, скорее всего, ближе к криптовалюте будет. Просто будет называться, например, если даже не хотят там сказать, то, что мы криптовалюта, но это будет прообраз криптовалюты, просто цифровые деньги. Вот, я думаю, что такое там, на отрезке 5 лет мы можем 100% увидеть. Ну, звучит впечатляюще. Да, это если вот. И поэтому NFT — это вот метод договоренности в этом пространстве, поэтому мы вот занимаемся конкретно этим. Ну что ж, спасибо тебе большое за классную беседу, тоже очень содержательную, понятную. Я не знаю, поняли вы что-нибудь или нет. Мы очень старались, и я очень старалась и готовилась, и пыталась понять, как развивать разговор, чтобы все было логично. Но в любом случае это стоит вашего внимания. Я предлагаю вам начать свой путь по изучению этой индустрии уже прямо сейчас, не откладывайте. Никогда не поздно. Я смотрела образовательные программы, там говорят, еще не поздно. Вот если кто-то думает, что это какой-то последний вагон, то очень много людей еще не слышали вовсе о криптовалюте. Совершенно верно. И о NFT тем более. Поэтому, поверьте, еще времени достаточно. Если вам интересно, это действительно вникайте, и мы с радостью поможем, чем сможем. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Да. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой True Crypto Talk. True, конечно, это вот такой true, потому что я не специалист, но тем не менее я пыталась как раз с такими специалистами поговорить, чтобы они нам всем объяснили так поверхностно, но понятно для начала. А дальше все зависит от того, насколько вы любопытные. Я вас всех жду на нечто 2 октября. И совсем скоро вы увидите то, что мы готовим, собственно, с Ильей и его агентством, потому что нечто — это все-таки современный прогрессивный лейбл, мы любим инновации, технологии, так что оставайтесь с нами и поддерживайте всех, кто тоже стремится в том направлении. Хорошего дня, до встречи. Настя, пока.